ChatGPT – искусственный интеллект, который начал набирать свою популярность в конце 2022 года. Достаточно умная фигня, которая может ответить практически на любой приличный вопрос. Вы спросите, почему только приличный? Если честно, я и сам не знаю, почему он до сих пор не отвечает на мой запрос сделать мне топ из 10 самых лучших хентай-манг в мире. Да и вообще все вопросы, связанные с порнографией или с чем-то неприличным, не работают. Видимо, разработчики этого ИИ либо совсем не занимаются рукоблудием, либо они геи. Но это и к лучшему, мы же интеллигентные люди. Я вообще с рождения свой член ни разу не трогал. Но речь сегодня не об этом, да? Раз вы нажали на это видео, то скорее всего вы уже ознакомлены или хотя бы слышали о чате GPT. Сегодня я расскажу о своем интересном опыте с этим чатом. И внимание, я расскажу о том, почему вам нельзя использовать чат GPT для вашего же блага. И почему нельзя о нем рассказывать тем, кто еще не знает о нем. Уверяю вас, скучно не будет. Мы так близки к нашей цели. Совсем скоро все будет так, как и должно быть. Начнем с моего знакомства с этим искусственным интеллектом, да. Узнал я об этом чате из ТикТока. Не подумайте, я не имбецил, который смотрит ТикТок целыми днями, как сейчас делает молодежь. Я просто иногда люблю представлять себе, что я дебил, вот и захожу на платформу для подобных людей. Там буквально форсили эту тему с чатом GPT, говорили, что этот piece of shit может решить любую задачу, и неважно из какой она области и сложности. Ну и как любой другой любопытный, интеллигентный, молодой, красивый, умный человек, я решил попробовать говно чат GPT на вкус. Я зарегистрировался и задал ему несколько простых и глупых вопросов, на что ИИ отвечал уверенно, быстро и достаточно достоверно. Его даже можно спросить, какую тачку себе купить или сделать тебе топ из 10 самых живучих машин, и он сделает это как два пальца обосрать. Так вот, я решил дать ему, казалось для меня, невозможную задачу, да. Я написал: создай мне конструктивный сценарий для видео, где я буду пересказывать сюжет Блича. Я и сам не знаю, почему я подумал, что это для него сложная задача, да. Чат немного задумался, буквально пару секунд, и сразу после этого начал мне выдавать тонны, нет, горы информации. Он мне такое начал писать, что я просто остался без слов. Блич туда, Блич сюда, Блич у тебя в заднице, Блич не в твоей заднице. Я офигел. Я офигел. Я уже точно не помню, что он мне сгенерировал, да, я не сохранил текст, но другими словами я остался довольным. Использовать тот сценарий я, конечно же, не стал, так как в тот период у меня не было времени делать видосы. После этого я надолго забыл об этом чате, так как мне просто не было где его использовать, да. Но вот в один смертоносный для меня день я попал в такую ситуацию, в очень, скажем так, хуевую ситуацию, где мне он понадобился. Причем понадобился он мне по жесткому. Короче, началась сессия в универе, да. Я учусь на заочной форме обучения на факультете журналистики. И вот знаете, после долгой паузы в универе ты забываешь всю фигню, которую ты учил в предыдущем семестре. И вот в первый же день сессии у нас аттестация. Сказать, что я охуел, это буквально ничего не сказать. Оказывается, тогда я еще и ночью не спал, так как у меня проблемы со сном. Так вот, сижу я как овощ с таким эбалом перед преподом. Девочки в классе, конечно же, тоже были недовольны, но что поделать, оказывается, не нам решать. Еще и препод сказал: ну чё вы, не волнуйтесь, аттестация простая. Грязный пиздобол, какая простая, там 2 субъекта по 3 задачи на каждом. Но что мне было ему сказать? Послать его нахуй просто, но потом сложно все это дело расхлебывать. Я умерил свой овощной пыл, взял бумагу и принялся за дело. Хорошо, что я еще что-то помнил из того, что я читал в предыдущей сессии. Поначалу все шло гладко, согласно плану, я решал все задачи, по-моему, правильно. Однако была проблема, и проблема заключалась в моем состоянии овоща. Мозг думал медленно, мои когнитивные способности работали в slow motion, и я не мог нормально мыслить, и все из-за той чертовой бессонной ночи. Задачи я решал, но проблема была в том, что я во время не укладывался. Так вот, дохожу я до последнего пункта, да? Оказывается, там была задача на креативность мышления, и нужно было написать почти целую страницу формата А4. Телом и умом я был спокоен, но в душе у меня загорелся огонь ненависти. В голове голоса: ты не успеешь. Нет времени. Ты тупой. Заслужил 2. Ты не успеешь. Ты пидорас.
Достаточно было того, что я не успевал, да? Помимо этого я еще и не знал, о чем писать, так как оказывается именно эту фигню я не учил. И вот я думаю, как же мне выбраться из говна сухим? Выбраться так, чтобы оценка была хорошая и все были бы довольны. У меня был один вариант. Я, конечно, мог вообще не делать последний пункт, так как я и так мог получить 7 или 6 за то, что я писал выше. Но я перфекционист, мать вашу. Хоть какой-то бредную я должен написать. Но как мне креативить в моем нынешнем состоянии, подумал я. И тут я вспоминаю о своем опыте со сценарием для Блича. Я даже не знаю, зачем я об этом подумал тогда. Видимо, я был в панике, и вся моя жизнь проносилась перед глазами. Я быстро достаю телефон и вхожу в свой аккаунт на сайте OpenAI. Пишу ему критерии последнего пункта, на что чат просто посылает меня нахуй и говорит: попробуйте позже. Офигенно. Я, который чуть не сдох от такого стресса и напряжения, быстро перезагружаю страницу и пишу еще раз условия задачи. И вот на этот раз он отвечает. Он начал мне генерировать такое, что я охуел. Я быстро в последние где-то 7 минут переписываю все, что успеваю с телефона на бумагу, и ухмыляясь прямо как я Гами Лайт, сдаю аттестацию учителю красиво и выхожу из класса. Я выиграл. Как и планировалось. Что я почувствовал? Я был просто в восторге. Я думал, что переиграл мир, любая задача для меня решима. Теперь я могу все: плавать, летать, стать политиком, смотреть аниме с закрытыми глазами, какать стоя на руках. Еще и член вырос на пару километров, нифига себе. Я был просто в экстазе, потому что никто из моих, скажем так, недалеких одногруппников не знал об этом ИИ. Я не такой же человек, как вы. Я сильнее, я умнее. Я лучше. Я лучше вас. И как вы думаете, какую оценку я получил за эту аттестацию? Напишите в комментариях, если наберется 100 комментов, я вам расскажу в закрепе. Я был счастлив, да? Но проблемы начались, когда я пошел домой из универа. Видите ли, от университета до автовокзала мне нужно идти примерно 3-4 километра. Ну и я, чтобы не платить каждый раз за троллейбус, иду туда пешком. Это для меня хорошая возможность прогуляться по городу, так как я живу в селе и не часто выхожу на прогулки. Так вот, во время этих одиночных прогулок, да, я начинаю размышлять о чем угодно. О жизни, о аниме, о музыке, о фильмах, о том, как срать стоя на руках. Буквально о чем угодно, да. И вот в тот день, сразу как я вышел из двора университета, я начал размышлять о своей аттестации и о том, как я по-умному использовал этот чат GPT. Но тут внезапно у меня в голове возник вопрос. Блин, неужели я такой тупой, что даже думать самостоятельно не могу? Я почувствовал опустошение от осознания того, что я не смог решить последнюю задачу и воспользовался не своим мозгом. А что будет, если я и дальше буду использовать этот чат? Я стану совсем тупым? Смогу я потом нормально, конструктивно излагать свои мысли? Смогу ли я вообще думать? Ведь если я буду использовать этот чат, получается, мне мозг больше не нужен. Больше не нужно думать. Я могу любую задачу решить, но в чем прикол, если это будет сделано не моими усилиями? Ответить на эти вопросы я так и не смог. И чувство опустошения преследовало меня прямо до автовокзала. Там я перестал об этом размышлять, потому что включил музыку в наушниках. Что я сделал дальше? Я поставил перед своим эго условие, что не буду больше использовать чат GPT, когда дело доходит до учебы или универа, а то я совсем отупею. И что вы думаете? На следующей аттестации я снова использовал чат GPT. Но на этот раз не только на последнем пункте, на этот раз я решил все задачи с помощью этого искусственного интеллекта. Почему я это сделал, я уже и не помню. Сказать, что я лох и не держу слова, которое я дал сам себе, это ничего не сказать. Сейчас сессия у меня уже закончилась, и я даже последние 2 экзамена сдал с помощью этого искусственного интеллекта. Преследовали ли меня какие-нибудь угрызения совести после этого? Нет. У меня даже чувство вины пропало. Видимо, я совсем потерял чувство меры после второго использования. Нет необходимости добровольно идти по крутому и сложному пути, не зная, что ждет тебя впереди. Любой бы избрал сокращенный путь с лучшим исходом. К чему я пришел в итоге? Я осознал, что стал зависимым от этого инструмента. Да, он облегчает жизнь,
Но какой ценой? Он также лишает людей достоинства и чувства собственного превосходства над другими. Я не почувствовал удовлетворения от того, что я решил задачу с помощью искусственного интеллекта. Все, что я почувствовал, это опустошение, собственную деградацию, глупость и дебилизм. На одной паре одна из наших учительниц как-то сказала: вот теперь в наше время студенты стали использовать чат GPT, но я не уверена, что там есть информация из нашей области журналистики, откуда ей там взяться, бла-бла-бла-бла-бла. На что мои одногруппники были в недоумении. Я не хочу их как-то оскорбить, но они дикие. Они вообще не знали, что это такое. У них есть телефоны, но они их используют только чтобы смотреть развлекательный контент в ТикТоке. И я не понимал, как они об этом еще не знают. Я, конечно же, знал о чате GPT, но я промолчал, делая вид, что я тупой. С одногруппниками у меня хорошие, нет, даже скажу нейтральные отношения, но я не спешу рассказывать им о том, чем пользуюсь я. Вы спросите, почему я жадная скотина и не делюсь? А вы и сами подумайте, что будет, если весь класс будет использовать этот чат GPT. И да, я знаю, что каждый ответ GPT уникален, но если задать один и тот же вопрос несколько раз, ответы будут схожими. В одном классе не могут быть все отличники, должны быть и те, кто получает плохие оценки или менее хорошие оценки, иначе это будет подозрительно. Я не хочу, чтобы все использовали это, иначе на бумаге все будут умными. Чат GPT это как наркотик. После первого использования ты еще чувствуешь угрызение совести, и ты начинаешь думать, а может стоит остановиться? После чего приходит мысль: а ладно, еще пару раз и хватит. В конце концов, ты превращаешься в овоща, который перестает самостоятельно думать и становится зависимым, неспособным решить даже элементарную задачу без своего телефона. А что ты будешь делать, если у тебя телефон разрядился? А что, если аттестация будет в устной форме? Вот к чему приводит эволюция. Мозг больше не нужен, нужен только телефон. Подумайте над моими словами. Я не говорю, что не нужно совсем использовать чат GPT, да? Если подумать, грех не воспользоваться таким инструментом. Но нужно делать это умеренно и стараться не использовать его там, где ты мог сам что-то придумать. Думайте самостоятельно, может, для вас еще не все потеряно.